Привет! Некоторое время назад я в комментариях под своими видео не раз встречала упоминание часодеев. Мне стало интересно, что это такое, и оказалось, что это подростковая фантастика, типа Гарри Поттера или Алисы. И раз это интересно моим зрителям, я решила вдохновиться одной из обложек этих книг. И это, конечно, неправильно, браться за что-то, толком не зная за что. Я не читала, но у меня была форма с римскими цифрами, а там на картинке часы с римскими цифрами, это любят мои зрители, и я не устояла. Я замешиваю эпоксидную смолу, беру, как обычно для часов, декор от Epoxy Max. И тут я наливаю довольно много ее, потому что параллельно снимаю несколько проектов, а мне нужно лишь чуть-чуть. И необходимое количество я окрашиваю в черный цвет. А пока из смолы выходят пузыри, открываю силиконовую форму. Выходят они, правда, намного дольше, чем я открываю форму. Ну ладно, на этот раз по гениальнейшему совету от подписчиков. Я не знаю, почему до меня это не дошло, но спасибо всем тем, кто об этом писал. Я стала использовать шприцы. Это невероятно быстро и очень удобно. После того, как я заполнила все цифры, даю смоле полностью высохнуть. Черный краситель очень сильный, очень пигментированный, а мне не нужно было, чтобы он окрасил мои дальнейшие слои, которые я буду заливать. Поэтому этот первый слой циферки я оставила до полного затвердевания. Через 2 дня можно продолжать. Вновь замешиваю смолу, и здесь я не буду ее окрашивать, поэтому переливаю во второй стаканчик и вновь перемешиваю. Еще года 2 назад так никто не делал, а теперь все направо и налево советуют друг другу замешивать смолу в 2 емкостях, потому что на первом стаканчике могут остаться недоразмешанные части, и это повлияет на застывание изделия. И я с таким результатом работы сталкивалась. У меня было такое, что я достаю, а вот в одном буквально кусочке не застыло. Поэтому теперь тоже следую этим советам. Но когда я окрашиваю смолу, и разделяю ее на несколько частей по стаканчикам и потом добавляю краситель, по сути я и действую этим способом, поэтому там нет смысла еще раз переливать и еще раз перемешивать, потому что и так используется 2 стаканчика. Пока из смолы выходят пузыри, я решила продумать дизайн. Здесь есть 2 цветка и красные элементы в центре. Для цветков я возьму вот такие сухоцветы с Алиэкспресса. Ссылки я на все товары уже давно всегда оставляю в описании. А для центровых элементов я решила взять вот такие блесточки. Вообще это все для дизайна ногтей, но все, что для дизайна ногтей, да, вы уже знаете продолжение, можно использовать в любом творчестве. Я повторяю это уже которое видео и буду еще долго, наверное, повторять, потому что, какая разница для ногтей или для украшений или для часов? Это ж не таблетки какие-то. Также я взяла вот такие шестеренки. Они тоже якобы для ногтей. Понятия не имею, как их можно наклеить на ногти, но мне в часы отлично подойдут. И в отличие от шестеренок, которые вы видели у меня раньше, у меня такое впечатление, что эти прям настоящие шестеренки. Еще у меня были вот такие цветочки, но это я уже решила посмотреть в процессе работы, стоит их использовать или нет. Заливаю слой смолы. Убираю оставшиеся пузырьки с помощью фена, чтобы ускорить этот процесс. И дальше я стала формировать верхний крупный цветок. Чтобы он был поярче, я положила несколько цветов друг на друга. Потом я стала думать, добавлять ли вот эти цветы, но все-таки они отличались по цвету, и я не стала их добавлять. А сложила второй цветок из тех же сухоцветов, просто обрезала их. Затем в центр я добавила вот этих блесток и обычных мелких блесток немного. Чуть-чуть расправила все палочкой и стала вкладывать шестеренки. Пока слой смолы застывает, я убираю часы вот в такую коробку. Очень удобно, она не занимает много места, удобно открывается из-под чехла на планшет. И я бывает ее просто вот так вот прикрою, что там уже ничего не попадет. А бывает закрываю вот на этот язычок.
И в тот день я так и сделала, но не учла тот факт, что когда я закрываю на этот язычок, он оказывается на столе, коробка оказывается немножко под углом, и у меня все стекло. Выкладывала я эти цветочки, сверяла, что в каком углу должно быть. Оно все съехало. И я сначала стала думать, что это ветер сдувает все элементы, но нет, меня это не успокаивало. Вообще никакое оправдание, которое бы я не пыталась придумать, меня не успокаивало, потому что я хотела сделать так, почти как на картинке. На этот раз я расстроилась. Ладно, дальше надо залить цветной слой, посмотрим, что из этого выйдет в итоге. И я на этот раз, кстати, нашла вот такие маленькие стаканчики, и в них очень удобно мешать. Беру 3 зеленых красителя. 1 прозрачный и 2 перламутровых. Зеленый краситель очень прозрачный, и это очень круто, но мне здесь не нужна прозрачность, поэтому я решила добавить чуть-чуть черного, но и даже это количество оказалось слишком большим. Я всего лишь добавила совсем чуть-чуть на палочке, но нет, черный краситель очень сильный, но с другой стороны у этого есть свои плюсы. Я его использую довольно часто, а расход у него небольшой. Мне кажется, он будет со мной еще очень долго. Но ладно, буду заливать. Потом мне еще стало казаться, что вот этого салатового слишком много, и это не тот цвет, который я хотела. А вот прозрачный, теперь уже темно-зеленый, оказался не таким уж и темным. И я стала вот таким образом смешивать цвета, и знаете, этот процесс волшебный просто. Цвета так красиво смешиваются. Сейчас даже новое направление есть в работе с эпоксидной смолой. Резинарт. Ну, я, конечно, неправильно произношу, но мне нравится такое резинарт. Ты чем занимаешься? А я Простите. Это был микрофон с телефоном. Сейчас даже новое направление есть в работе с эпоксидной смолой. Резинарт. Я, конечно, неправильно произношу, хотя... Кто знает, как правильно произносить? Никто вообще, по-моему, не произносил еще этого слова на ютубе, по крайней мере. Или я не видела, расскажите тогда. Но мне кажется, что так звучит лучше, чем всякие пафосные акцентные резинарт. А так это резинарт по-русски. Вновь выбираю заготовку от пылинок и вновь жду 48 часов. Потом без камеры я залила еще один слой, потому что у меня получилось так. Прозрачный слой оказался под углом. Я залила еще один слой, который точно так же стек вот сюда, и здесь даже был чисто прозрачный слой. Поэтому я залила еще один слой, чтобы перекрыть вообще все. То есть он лег неровно. И поэтому у меня там в одном месте неровности, но зато спереди все идеально. Блесточки утекли и даже немного отдали цвет в смолу, а еще лежали очень близко к поверхности. Вот это мне не понравилось больше всего. Ну, а в целом сойдет, как раз чтобы распилить. Пробный вариант пусть будет. И я это делала на улице, погода наконец-то позволяет. Сначала посмотрела, как трещины выглядели на картинке, потом попробовала полотном. Но им не получится менять направление распила, поэтому я взялась за лобзик. Главное было не потерять отпиленные элементы. Ну и делать финальную заливку я тоже решила на улице. Добавляю черный краситель и дальше собираю свой пазл. Надфилем я подровняла распилы, чтобы они выглядели аккуратнее. И затем стала собирать элементы в итоговую форму, укладывая их на разлитую смолу. Когда смола еще не на 100% затвердела, ее можно было разрезать ножницами. И я это и сделала для того, чтобы убрать лишнее по краям. Оставалось только просверлить дырку для часового механизма, которая закрылась слоем смолы, но я не стала этого делать.
На самом деле я так загорелась этим проектом, мне так нравилась необычность этих часов, что я решила сделать еще один вариант, только на этот раз, чтобы ничего никуда не уплывало. Я учитывала все ошибки и нюансы предыдущего опыта. Во-первых, внутренние элементы я стала класть на слой смолы через 8 часов после заливки. Смола еще липкая, но уже очень густая, и благодаря этому элементы не проваливались на самое дно, а оставались внутри. Крупные блестки не потеряли свой цвет и ничего никуда не уплыло, потому что я, естественно, положила часы на ровную поверхность. Распиливала я не лобзиком, а дремелем, и это позволило мне сделать более мелкие детали. После заливки черным цветом я отшлифовала заднюю поверхность и просто покрасила это все краской. На самом деле сзади я хотела изначально все залить итоговым белым слоем смолы, чтобы все было гладенько, но мне почувствовалось, не знаю, мне показалось, что оно бы обязательно куда-нибудь затекло, и мне все испортило бы. А я устала перезаливать в 100-й раз эти часы. Много заливок же. Поэтому я просто покрасила все белой краской и черной по краям, и даже подписала эти часы. И мне на самом деле очень нравится эффект, который получился от этого. Конечно же, вставила стрелки, нашла именно такие, как на картинке, и они даже больше, как на картинке, хотя смотрятся немного тяжеловато, мне кажется, но в общем и целом я работаю очень довольна. В сумме я ждала застывания слоев эпоксидки на 2 вариантах часов 11 раз. То есть это 22 дня я только ждала, пока оно застынет. Мне кажется, сейчас масштабность своих проектов я буду измерять именно этим показателем. Надеюсь, вам понравилось это видео и, может быть, вы смогли что-то из него подчеркнуть. Все материалы, как всегда, в описании, а я вас вот так вот люблю. Пока!